Миллионы астероидов и комет таятся среди планет. Они возникли вследствие формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Когда-то они помогли в формировании зарождения Земли. Теперь они могут стать самыми привлекательными местами около нашей планеты для добычи полезных ископаемых, воды и кислорода, необходимых для поддержания жизнедеятельности колоний в других мирах. Нашим гидом будет Том Джонс, астронавт, совершивший 4 полета в космос. Во время нашего путешествия к астероидам и кометам он расскажет о роли, которую они сыграли в прошлом, и как они могут повлиять на будущее в космосе и на нашей планете. Столкновение с Землей. Каждый день миллионы маленьких метеоров сгорают в атмосфере Земли. Они похожи на падающие звезды, проносящиеся по небу. Ежедневно около 100 тонн космических камней несется на Землю, но только некоторые из них достаточно большие, чтобы не сгореть в атмосфере и достигнуть поверхности нашей планеты. Около 10 тысяч лет назад североамериканская равнина начинает освобождаться от холодных оков ледникового периода. Первые люди появились здесь совсем недавно, скитаясь по заснеженным землям в поиске пристанища. Эти первые поселенцы плато Великих Равнин могли быть очевидцами захватывающего зрелища. После окончания небесного фейерверка сотни метеоритов упали на Землю. Люди впоследствии собирали эти странные камни, упавшие с неба, и использовали их в качестве материала для изготовления железных предметов. В наши дни искатели метеоритов возвращаются на место их падения с целью найти крупные экземпляры, находящиеся под землей на глубине более метра. В октябре 2006 года исследовательская группа начала работы по поиску и раскопкам одного из таких метеоритов – камня, которого никто не видел и не трогал с момента его падения 10 тысяч лет назад. Для определения местоположения метеорита исследователи использовали метеоритоискатель. Это специальный радар, сканирующий почву и находящий объекты глубоко под землей. В течение нескольких дней группа тщательно изучала каждый метр размеченных участков в тех местах, где магнитометр обнаружил залежи металла. Наблюдая за электромагнитными волнами, они моделировали 3D-изображение объекта, находящегося под землей, чтобы не перепутать метеорит с другими металлическими предметами. В конце концов искатели, руководствуясь показаниями радара, начали раскопки в месте вероятного нахождения метеорита. Слои почвы в вырытой яме датируются к плейстоценовой эпохе и говорят о том, что столкновение произошло около 10 тысяч лет назад. Сравнивая изображение радара с найденным метеоритом, становится понятно, насколько точно он смог определить его форму. Структура метеорита указывает на то, что это часть астероида, расколовшегося миллионы лет назад. Большинство метеоритов состоят из камня или железа. Однако у этого метеорита смешанная структура. Он относится к редкому типу железно-каменных метеоритов, называющихся полоситами.
Метеориты этого вида состоят из кристаллов оливина, заключенных в сплошной матрице из никелистого железа. Данный камень является фрагментом центральной части расколовшегося астероида. Подобные находки дают очень ценную информацию о строении и истории астероидов в нашей Солнечной системе. Средства массовой информации с большим интересом следили за раскопками метеорита. Появилось множество статей о редкой находке и о возможности использовать данную технологию поиска для исследования поверхности Марса. Европейское космическое агентство предложило создать вездеход, оснащенный метеоритоискателем. Этот вездеход сможет находить метеориты в почве Марса. Мы живем по соседству с опасными космическими объектами. Следы от падения метеоритов покрывают планеты и их спутники. Большинство кратеров на Луне возникли в первые полмиллиарда лет после ее формирования в результате мощной бомбардировки из космоса, закончившейся 4 миллиарда лет назад. Территории южных высокогорий и большинство участков обратной стороны Луны испещрены кратерами до такой степени, что сложно найти ровный слой поверхности. Наблюдая с Международной космической станции, мы можем видеть маленькие камни, сгорающие в атмосфере Земли. В далеком прошлом Земля, так же как Луна, подвергалась бомбардировкам из космоса. Но ветер и вода со временем скрыли следы большинства кратеров. На данный момент геологи обнаружили на земном шаре около 180 следов от столкновений. Многие места падений были найдены с помощью изображений, полученных со спутника, и фотографий, сделанных космонавтами с Международной космической станции. В начале 60-х годов XX века геолог и астроном Юджин Шумекер исследовал Барингерский кратер, находящийся в США в штате Аризона. Длина этого кратера составляет около 1 километра. Климат пустыни сохранил четкие очертания этого кратера, позволяя нам сравнивать его с лунными кратерами. Пожалуй, один из самых известных кратеров на Земле находится недалеко от деревни Чиксулуп, на северо-западной оконечности полуострова Юкатан. Кратер Чиксулуп погребен под слоями морского известняка, покрытого дуговыми карстовыми воронками. В результате столкновения в центре кратера образовался внутренний пик, а вокруг него кольцевые структуры. Подобные кратеры мы можем увидеть не только на Земле, но и на Луне. Мы можем представить себе столкновение, которое послужило образованию кратера Чиксулуп. 65 миллионов лет назад астероид диаметром 10 километров несется к поверхности Земли и падает в океан недалеко от побережья. Проходя сквозь атмосферу, он становится похож на огромный огненный шар. Плотные слои атмосферы немного замедлили скорость его падения. Столкновение с дном океана стало причиной образования кратера длиной более 150 километров и возникновения гигантского цунами. Миллионы тонн пыли поднялись в небо и закрыли Солнце, что повлекло гибель растений. Выпадение кислотных дождей, отравлявших среду Мирового океана, стало причиной гибели многих водных обитателей. В результате столкновения 80% живых существ погибли. Продолжая исследовать падение метеоритов, мы перемещаемся в пустыню Сахара, подвижные пески которой фактически стерли следы древнего кратера. Мы можем представить себе метеороиды, падающие в направлении пустыни. Некоторые из них сгорают в атмосфере, другие долетают до поверхности. Постепенно пустыня скрыла от наших глаз следы столкновения. Сейчас только при помощи космического радара мы можем увидеть очертания кратера, укрытого песками. В начале 20 века в Центральной Сибири, в регионе Тунгуска, произошло еще одно падение метеорита. Утром 30 июня 1908 года 40-метровый осколок астероида вторгся в атмосферу Земли со скоростью более 50 тысяч километров в час.
По мере своего движения космический камень раскалял окружающий воздух до значений, в 4 раза превышающих температуру на поверхности Солнца. Около 7 часов утра несколько испуганных местных жителей наблюдали в небе огненный шар, стремительно падающий на Землю. На высоте 8 километров, под воздействием атмосферного давления и высокой температуры, метеорит разорвался на множество частей. В результате мощнейшего взрыва все вокруг было объято пламенем. Миллионы деревьев были повалены и сожжены. Катастрофа такого масштаба в состоянии сравнять с Землей центр крупного мегаполиса. Наблюдая за историческими данными, мы должны осознавать масштаб потенциальной угрозы из космоса. Если космический камень диаметром более 2 километров столкнется с Землей, взрыв выбросит в атмосферу количество пыли, достаточное для того, чтобы полностью остановить работу сельского хозяйства на несколько лет и разрушить экосистему Земли, что впоследствии может привести к гибели человечества. Под финансированием НАСА работает несколько исследовательских групп, занимающихся поиском потенциально опасных космических объектов, диаметр которых больше километра. Каждый вечер сотрудники многих обсерваторий наблюдают за небом в поиске астероидов, движущихся по траектории, пересекающей орбиту Земли. На сегодняшний день не обнаружено ни одного космического объекта, представляющего угрозу нашей цивилизации. Астрономы-любители также исследуют небо, используя свое оборудование и аппаратуру обсерваторий. Используя большой телескоп, они делают снимки одного и того же участка звездного неба через каждые 15 минут, а потом сравнивают их с целью найти движущиеся объекты. Путь движения большинства астероидов проходит в области так называемого пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Как и все космическое пространство Солнечной системы, пояс астероидов — это фактически пустой участок с миллионами астероидов, разбросанных в его зоне. Общая масса этих астероидов значительно меньше массы Луны. Столкновение и гравитационные влияния ближайших планет могут вытолкнуть астероиды за границы пояса по направлению к Солнцу. В результате столкновения большой астероид может расколоться на множество маленьких фрагментов. Эти столкновения создают метеороиды, которые впоследствии становятся метеорами, сгорающими в атмосфере, или метеоритами, достигающими поверхности Земли. В данный момент астрономы следят за астероидом, названным Апофис, который вскоре очень близко приблизится к Земле. Апофис является каменным астероидом диаметром 270 метров. 13 апреля 2029 года он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 33 тысяч километров, достигнув геостационарной орбиты, на которой искусственные спутники проводят наблюдения за окружающей средой и передают сигналы. Падение астероида размеров Апофиса может стереть с лица Земли целый город или стать причиной возникновения разрушительного цунами. По расчетам ученых, столкновения такого масштаба могут происходить на нашей планете каждые 50 тысяч лет. Апофис является предупреждением нашей цивилизации об опасности, исходящей из космоса. Ведь это только вопрос времени, когда именно мы обнаружим смертоносную каменную глыбу, летящую в направлении нашей планеты. В 1989 году НАСА запустила космический корабль «Галилео», который во время своего 5-летнего путешествия к Юпитеру сближался с астероидами. В 1991 году «Галилео» сделал снимки астероида Гаспра. В 1993 году он приблизился к астероиду Ида и обнаружил у него небольшой спутник, названный Дактилем. В 1997 году автоматический зонд Нео Шумейкер пролетел мимо темного астероида Матильды, диаметр которого свыше 50 километров. Он в 2 раза больше Иды и в 4 раза больше Гаспры.
В 2000 году Нио Шумейкер вышел на орбиту вокруг астероида Эрос, который считается первым открытым астероидом в околоземном пространстве. В 2001 году он совершил посадку на неровную поверхность Эроса. Японский космический аппарат Хаябуса совершил полет к астероиду Итакава, который отличается от многих своих собратьев и больше похож на рыхлую гору из щебней и валунов, чем на твердый космический камень. В 2005 году Хаябуса совершил посадку на астероид, чтобы собрать пробы вещества. Данные исследования помогают ученым в поиске решений, с помощью которых появится возможность менять траекторию движения астероидов, чтобы избежать их столкновений с Землей. Существует целый ряд предложений от использования сверхмощного лазера и солнечного паруса до применения атомного оружия. Кинетический ударник, столкнувшись с астероидом, тоже может изменить траекторию его движения. Гравитационный тягач с его небольшой, но устойчивой гравитационной силой может постепенно отклонить астероид с угрожающей Земле орбиты. Космические агентства смогут испытать эти методы на околоземных астероидах в ближайшем будущем. Кометы тоже представляют угрозу для Земли. 23 июля 1995 года Алан Хейл и Томас Боб открыли самую яркую комету 20 века. Приближаясь к Солнцу, комета Хейл-Боб становилась все ярче, и можно было различить ее хвосты, голубовато-ионный, направленный в противоположную сторону от Солнца, и желтоватого оттенка пылевой, изогнутой по орбите кометы. Последний визит кометы Хейл-Боб во внутреннюю Солнечную систему произошел около 4200 лет назад в эпоху Золотого века Древнего Египта. В 1996 году Юпитер изменил орбиту кометы, и теперь она вернется к Земле примерно через 2400 лет. Подобно астероидам, кометы — это капсулы времени, хранящие ключ к разгадке истории Солнечной системы. Образовавшиеся около 4,5 миллиардов лет назад, они состоят изо льда и пыли. Это осколки из самых далеких холодных участков Солнечной системы. Ледяные глыбы, подобные комете Хейл-Боб, проводят большую часть жизни в царстве глубокого мороза, который находится далеко за орбитой Нептуна. Другие короткопериодические кометы движутся внутри орбиты Нептуна и видны гораздо чаще. Хороший пример короткопериодической кометы — комета Темпл-1. По мере приближения кометы к Солнцу, его сильное излучение начинает нагревать ледяную глыбу, высвобождая газ и пыль, из которых образуется один или несколько хвостов кометы. 4 июля 2005 года американский космический корабль Deep Impact приблизился к комете Темпл-1. С основного модуля корабля был запущен 370-килограммовый снаряд в ядро кометы для проведения исследования разлетающихся обломков и стенок образовавшегося кратера. Для научных наблюдений основной модуль корабля сманеврировал на новую орбиту, проходящую всего в 500 километрах от кометы. Полученные в ходе миссии данные показали, что комета Темпл-1 имеет очень пушистую структуру, более хрупкую, чем ком снежной пыли, а лед глубоко внутри ядра кометы мог сохраниться в своем первоначальном виде с самых первых дней нашей Солнечной системы. Возможно, в будущем нам придется использовать данную технологию для изменения орбиты астероидов и комет, чтобы предотвратить их столкновение с Землей. В ходе наблюдений из обсерватории Маунт-Паломар в марте 1993 года три астронома, супруги Юджин и Каролин Шумейкер и Дэвид Леви, обнаружили весьма необычную комету, орбита которой проходила около Юпитера. В 1992 году комета Шумейкер-Леви-9 очень близко приблизилась к планете-гиганту и была раздроблена силами гравитационного поля на отдельные фрагменты, растянувшиеся в виде нитей жемчуга вдоль орбиты кометы. В 1994 году космический телескоп Хаббл взял в фокус комету Шумейкер-Леви-9, раздробленную на цепочку из 21 фрагмента, растянувшихся на расстоянии в 3 раза большее, чем от Земли до Луны. Ледяные осколки были на пути столкновения с Юпитером, которое произошло в июле 1994 года. Столкновения происходили на ночной стороне Юпитера и не были видны с Земли, но граница света и тени на поверхности планеты была очень близко к местам падений. И вскоре земные исследователи смогли увидеть следы, оставленные гигантскими космическими снежками.
Супруги Шумейкер и Дэвид Леви пристально наблюдали за огромными темными пятнами, которые оставили эти кометы в атмосфере планеты-гиганта. Судьба кометы Шумейкер-Леви-9 служит для нас наглядным напоминанием об угрозе, исходящей из космоса. В течение 7 дней продолжалась бомбардировка Юпитера. Осколки кометы, врезаясь в атмосферу газового гиганта, формировали вихревые образования, воронки от которых в виде темных пятен были видны еще долгое время. Эти воронки постепенно рассеялись, и атмосфера восстановила свою обычную циркуляцию. Эффект от столкновения кометы Шумейкер-Леви-9 демонстрирует нам, что Земля является движущейся мишенью в космическом тире. Кометы — это наши друзья и враги. Возможно, кометы принесли воду и органическое вещество на зарождающуюся Землю, а также лед на полюс Луны. В отличие от астероидов, кометы прилетают к нам из далеких окраин, которые мы не можем исследовать с Земли. Обнаружив комету, у нас будет в запасе еще несколько лет, чтобы оценить масштаб угрозы и подготовиться к встрече с ней. Чтобы понять опасность, давайте представим, что случится, если комета размеров Шумейкер-Леви-9 столкнется с Землей. У Земли нет такого толстого атмосферного слоя, как у Юпитера, и комета диаметром 2 километра стремительно промчится через атмосферу в виде огромного огненного шара. Предположим, что комета упадет недалеко от береговой линии Мексиканского залива, высвободив в результате мощнейшего удара миллион мегатонн энергии. Столкновение создаст кратер диаметром 30 километров и распространит мощную ударную волну, которая за считанные секунды расплавит близлежащие скалы. Энергия взрыва фактически мгновенно создаст очень высокую температуру, расплавит комету и образует огромный быстрорастущий огненный шар. Вслед за этим возникнет гигантское цунами, с огромной скоростью несущееся вглубь материка. Разбушевавшаяся волна продолжит свое движение, разбрасывая обломки раскуроченных горных пород, сметая на своем пути деревянные и бетонные здания, разрушая мосты и поднимая в воздух, словно щепки, тяжелые автомобили. В результате столкновения в стратосферу Земли будет выброшено огромное количество пыли, которое закроет планету от солнечных лучей на долгие месяцы. С лунной поверхности астронавты видят Землю как очень хрупкий и незащищенный мир. Земля покрыта тонким слоем биосферы с жизненными формами, плохо приспособленными к возможным драматическим изменениям. Даже если люди выживут после сильного столкновения, последствия потери сельского хозяйства и комплексной структуры цивилизации поставят человечество под угрозу исчезновения. Понимая, насколько много мы можем потерять, нам необходимо усиленно продолжать наши исследования комет и астероидов. Мы умеем находить их в космосе, определять и даже изменять направление их движения. Главное, что нам необходимо и к чему мы должны стремиться, это желание действовать сообща, чтобы обеспечить наше выживание.